настоящее время многие люди нуждаются в дополнительной энергетической защите, потому как либо не имеют должной плотности кокона по разным причинам, либо же есть постоянная угроза магического нападения. И в данном случае нужно себя усиливать, чтобы обезопасить от нежелательного внедрения негативных программ. В любом случае нужно помнить, что существуют не только порчи, сделанные профессионально, но и бытовые воздействия, негативные посылы, такие как злость, зависть, ненависть, которые также негативно сказываются на энергетике человека. Поэтому, имея слабый потенциал, лучше подстраховаться какой-либо защитой, в том числе и рунической, и закрыть себя таким образом от любых неблагоприятных факторов. Конечно, не лишним будет иметь и защитный камень или минерал, который будет брать также на себя весь основной удар. Но его, как правило, не носят на постоянной основе, чаще всего снимают на ночь, либо в душе, либо также он может потеряться или расколоться, когда возьмет на себя много негатива. И тогда в такие моменты человек остается без прикрытия. Поэтому в идеале иметь и камень-амулет или минерал, и руническую защиту. Тогда добраться до вас врагам будет гораздо сложнее. Камни и минералы хороши тем, что усиливают энергетику человека, создавая тем самым более плотный кокон. Но здесь главная задача подобрать тот камень, который подойдет человеку, дополнив его недостающими энергиями. Если вы хотите знать об этом подробнее, тогда смотрите данные ролики на моем канале, там об этом я все подробно рассказываю. У рунической защиты больше функционал. С помощью правильно подобранной формулы можно не просто усилить энергетику, но и дать отпор, вернуть тут же весь направленный на вас негатив обратно обидчику. Подбирается защита индивидуально. Кому-то требуется лишь от бытового негатива защиты, кому-то от магического. Это выясняется после диагностики. Защита может ставиться через фотографию, и тогда она прослужит около года. Все потому, что фото — это не сам человек, а всего лишь его фантом. И в фотографии с течением времени будет оставаться все меньше информации о вас, меньше вашей энергии. Поэтому защита, естественно, будет слабеть. Если же делать защиту через кровь, волосы, то время действия ее значительно увеличивается, но не все могут передать свои биоматериалы, да и не все захотят, в принципе, это сделать. Может быть также создан магический амулет с руническими символами на кусочке кожи, на плашке дерева, камне, минерале. Но он подходит только в том случае, когда, например, защита делается для дома, для машины, либо для ношения днем на работе при большом контакте с людьми, либо при постоянных выступлениях на публике, ну и в интернете в том числе. В остальных же случаях при постановке постоянной защиты, в том числе от магического негатива, удобнее это делать через фотографию, поскольку ее действие будет круглосуточным. Надо сказать, что делают порчельные работы, как правило, в ночные часы, так что в случае с амулетом его нужно будет носить круглосуточно, что доставляет некоторый дискомфорт. Еще мне очень нравится руническая защита тем, что любое вторжение будет ей фиксироваться и через сны даваться оповещение о предстоящем, либо уже о случившемся магическом воздействии. Вы увидите, каким образом к вам относятся люди на самом деле, то есть все негативные посылы, даже зависть, злость будет проявляться во сне, как бы истинное лицо человека. И также часто показывают и сами ритуалы, через что делается порча. И это очень удобно. Конечно же, сны будут видеть только те, кто их видит в обычной жизни. Остальным же лучше в обязательном порядке иметь камень. Это будет как индикатор. То есть, если вдруг
минерал или камень становится тяжелым, либо меняет цвет, теряется, раскалывается, то это значит, что он забрал на себя большую часть негатива, и нужно срочно принимать меры. После воздействия, когда защита срабатывает, она немного разряжается, я имею в виду на фотографии, которая делается. И этот момент необходимо обязательно уловить, иначе после нескольких ударов она может полностью слететь. Защита никогда не ставится на грязного энергетически человека, либо на грязные энергетические помещения. Поэтому перед постановкой защиты важно почистить себя или жилище, и уж потом закрывать от негатива. Защиты ставятся на растущей луне, как правило, на убывающей делаем чистку, и следом на растущей сразу ставим защиту. Вот такой порядок. Защиту можно ставить на человека, на животное, на отношения, то есть пару людей, чтобы не смогли, например, навредить с помощью отворота, рассорки, прочих пакостей. Можно ставить защиту на всю семью, на беременную женщину, на ребенка от 7 лет, на дом, на машину, на бизнес, на чемодан тот же, да, чтобы не пропал, с ним ничего не случилось. Ну, в общем, на все, что вам дорого, можно ставить защиту. Действие защиты зависит от той программы, которая будет заложена в формулу. Какие-то могут перехватывать воздействие врага и возвращать обратно. Какие-то делают человека невидимым, неинтересным для обидчика. Какие-то наводят морок на того человека, который собирается вам вредить. И как только он подумает об этом, его тут же будет переключать на какие-то другие действия, то есть путать его планы. Есть и зеркальные защиты, они также хорошо отражают негатив и закрывают от всяческих просмотров. Есть защита также и от окормов, опоев, чтобы не допустить, например, тот же приворот через еду, через жидкость. И такая защита будет срабатывать тогда, когда человек съест или выпьет что-то заговоренное. То есть тут же начинается рвота, диарея, либо же человек почувствует неладное, что это есть ни в коем случае нельзя. Магическая защита нейтрализует любую направленную на вас низкочастотную энергию и отводит насылаемые несчастья, проклятия, злость, таким образом не допуская повреждения ауры. Поэтому очень рекомендую иметь хоть какую-нибудь защиту. В наше время магии все больше людей начинают ей пользоваться неэкологичным способом. И всегда лучше не допустить негативное воздействие, чем потом устранять его последствия.